Ну, в театр, кстати, готовы пойти, работать, служить? У вас же педагог, да, который может вас потом, если все сложится, театр сатиры. Театр по блату, ну то что? Я играла в мюзиклах тоже в промежутке 9-12 лет в городе Тольятти, и мне это очень понравилось. У меня есть данные к актерскому мастерству. Также, когда я пою песни, если вы смотрели ролики, то вы, наверное, заметили, что я все проживаю, и просто стоять ступой и петь в одну точку — это неинтересно для меня. И, в принципе, если ты поешь не душой, то ты, считай, не поешь. Но именно связать свою жизнь с театром я не планирую. А какие роли было бы интересно сыграть? Мне такой вопрос задавали на собеседовании, когда я поступала в ГИТИС. О, и что вы ответили? Чтобы вы понимали, я просто сидела и я не знала, что ответить, потому что я не думала об этом, правда. Я могу сказать там, кого бы я, может быть, хотела сыграть в кино или какую песню я хотела бы исполнить, с кем дуэтом, но вот кого сыграть в театре, я не знаю. А в кино хорошо? Мне очень интересно сняться в кино в роли супергероини. Так, «Чудо-женщина». Допустим. Класс. Да, подруга Джеймс Бонда, да, наверное? Да. Но сейчас говорят, что все-таки уже будут его отодвигать, и на первый план выйдет Бондиня. Да. Не могу не спросить про поклонников. Вы уже сказали, что прислушиваетесь к их мнению, да, в соцсетях они вам, наверное, пишут. А вы отвечаете своим поклонникам вот сами? Ведете какой-то... У меня очень часто проходят какие-то премьеры каверов, песен, допустим, в Ютубе, том же самом, и я очень часто переписываюсь с ними перед премьерой, они задают мне вопросы, также я делаю вопрос-ответ, что им тоже очень интересно. В Инстаграме я очень часто отвечаю на сообщения, на комментарии. ВКонтакте также отвечаю, на письма все отвечаю. Стараюсь по максимуму с ними контактировать, потому что я считаю, что это очень важная часть моей жизни. Насколько это правильно, что артист должен быть таким доступным для поклонников? Все-таки, в конце концов, когда-то вам уже не хватит на это времени отвечать всем. Я понимаю, что мне, возможно, когда-нибудь не хватит на это времени. На самом деле и сейчас не очень-то хватает. Но я считаю, что если я не буду с ними контактировать, то если связь прервется, мне кажется, то я не буду уже такой народной, что ли. Не знаю, как еще это не народная, хорошо но звучит. народом любимая. Вот так. Да, так скажем. Они очень много для меня значат. Это, можно сказать, вторая моя семья. Я прислушиваюсь к их мнению. Конечно, я не прислушиваюсь к хейту и всему остальному, но все-таки моих людей намного больше, чем всего этого. Конечно. А правда, что ваши люди помогли вам со студией, с аппаратурой? Я видел это потрясающее ваше видео «Благодарность», где вы распаковываете какие-то гаджеты и говорите: «Боже, это все мне, за что?» Так все было, действительно? На самом деле, да. Когда случился карантин, мне просто было очень грустно, я не знала, что делать. Хотелось записывать каверы, но я понимала, что просто сесть перед камерой, включить музыку на компьютере и петь под это не очень хочется. Я хотела что-то делать более высокого уровня. И в своем инстаграме я в историях заикнулась об этом, что мне хочется создавать для них каверы, делать им приятное, чтобы они смотрели, радовались. И они собрали средства, чтобы купить мне мини-студию, приобрести. Я вообще была просто в шоке. У вас хорошие поклонники. Да, они надо очень теперь отзывчивые, кстати. Сторис, может быть, еще что-то, да, сказать. Так лень Как бы ездить мне на не метро. хотелось на своей машине ездить. Нет, ну я так не наглею. Ну, я вообще очень их люблю. Я благодарна им за каждый их приход на мои концерты, за каждый букет, за каждый подарок и за каждое теплое слово. Мы вычитали, что у вас есть фан-клубы даже в экзотических странах. На Шри-Ланке, да, по-моему? Да, на Шри-Ланке. Там-то кто? И местные живущие там? Или... На самом деле людей с разных стран очень много, не только наши, так скажем. И благодаря им, этим людям, англоязычным и еще там иноязычным, я начала задумываться о том, чтобы учить английский язык прям конкретно, не просто в школе. Сейчас у меня есть репетитор, я хочу с ними разговаривать не по переводчику, а именно самой, чтобы понимать их, чтобы они понимали меня.
То есть они сделали мне такой очень сильный толчок, чтобы учить английский язык. Ну, а нет планов? Вот не учите ли вы английский язык для того, чтобы в перспективе все-таки куда-то вот на Запад? Нет, да. конечно, это тоже есть в планах. Без Всё-таки. английского языка, без второго языка вообще, мне кажется, в этом мире выжить невозможно. И как я буду ездить за границу, давать свои концерты, если я не смогу поговорить с народом? Если откроют. Вот Если так я добавлю. Да, откроют. Ну, по поводу, у вас же была уже первая такая англоязычная попытка. Вы под творческим именем Диана или Даяна Дива записали англоязычную песню. I can smell the ocean breathe when it fills the air. I got a million places to be, but right now I don't care. We're wild and free, we're meant to be, like the waves crash on the sand, forever young under the sun. Life is best served without a plan. Are you letting go, going with the flow? Let's have a good time, only good vibes. If you make the choice to drown out the noise, let's have a good time, only good vibes. Are you letting go, going with the flow? Let's have a good time, only good vibes. If you make the choice to drown out the noise, let's have a good time, only good vibes. The horizon setting sun, it always takes me back to a place of innocence, fusing future and the past. We're wild and free, we're meant to be, like the waves crash on the sand, forever young under the sun. Life is best served without a plan. Are you letting go, going with the flow? Let's have a good time, only good vibes. If you make the choice to drown out the noise, let's have a good time, only good vibes. Are you letting go, going with the flow? Let's have a good time, only good vibes. If you make the choice to drown out the noise, let's have a good time, only good vibes. Я думаю о том, чтобы создать еще какой-то англоязычный трек, но пока что очень много предложений именно с русской стороны. Творческое имя все за вами теперь? Мы его еще услышим? Даяна Дива? Да. Мне- Или в России вы будете по-прежнему собой? Нет, в России я буду собой, естественно, мне кажется, даже я никогда больше не вернусь к имени Даяна Дива. А почему? Это, по-моему, Мне очень... кажется, да, что-то такое есть. Очень такое, да, громко. Мадонна, Да, да. Мадонна, Дива. Там, Чтобы вы понимали, Бейонсе. дива — это не просто как слово дива, это произошло от моей фамилии Анкуди Нова. Ну вот. И это, конечно, мило, все прикольно, но я начала замечать, что людям это не очень нравится, то, что я называю себя дивой, и то, что я что-то себе придумываю. Привыкнут. То есть Бейонсе можно, а вам нет? Да, Мадонна. Я, в принципе, мне нравится мое имя и то, что я такая индивидуальная, а Диан Див в этом мире может быть сколько хочешь. Поэтому я Диана Анкудинова. Знаем, что рисованием увлекаетесь, да, и не только на холсте, как говорится, но и на одежде. Видели ваше художество и хотим спросить, а вот эти вот планы выпустить разрисованную коллекцию одежды, им суждено исполниться или нет? Я смотрю, вы очень активно просмотрели мой инстаграм. Мы Да, мы любим вообще, соцсети. да, и вас, У нас и очень ваше много творчество. свободного времени. Я летом как-то проходила мимо бутика, увидела очень прикольные штаны, но они не были разукрашены, они были просто в белизне, знаете, вот это, как это сейчас, тай-дай?
что-то типа того. Боже, какая я старая, я отстала. А мне кажется, это название порошка? Я не понимаю. Хорошо, так. Тайдай — это техника, когда из обычной одежды делают разводы такие. Это называлось варенки когда-то. Вот в мою. Ой. Это варенки называлось. Так. Допустим, да, так можно тоже назвать. И мне это очень понравилось, я подумала, почему бы нет. Но потом пришла идея сделать что-то наоборот, даже что-то другое. Я решила просто порисовать на своих старых джинсах. Мой кастом мне, в принципе, очень понравился. И я подумываю все-таки о том, чтобы делать свою коллекцию для своих поклонников, именно какую-то лимитированную Мне коллекцию. кажется, они с удовольствием приобретут. Самой все это рисовать. Мне это очень нравится. Я люблю вот это все, что... Мелкая моторика. рук, да. А чем вы Поэтому рисовали это? Краски масляные или что? Я просто пошла, купила обычные краски по джинсам. Все гениальное просто. И все это Вот можно так. под брендом Даяна Дива как раз. Да. Кстати, оставьте его для одежды. Почему нет? Прекрасно. Je ne serai jamais comme les autres qui me disent dans les petits coins, ni comme les autres qui me regardent comme les autres qui me regardent tomber, ni comme ceux qui me dévisagent ou un cœur que maman. Tu veux je parle de moi, tu veux m'éteindre, tu pas aimer l'herbe plus de notre bord déshabillé. Tu veux je parle de moi, tu veux m'éteindre, tu pas aimer l'herbe plus de notre bord déshabillé. Et j'ai dansé, j'ai dansé, c'est menture et j'ai une vie de monde volé, une vie de monde volé, une vie de monde volé. Ты не увидишь, как я не сплю, о чем-то прошу, не понимаю. И не услышишь, как по ночам часто дышу, но не рыдаю. Набегает снов, как мотыльков, как облаков, не разгадаю. Не хватает слов, я так хочу, но так не бывает. Долго не жду, шумная волна набежит и белый под ногами распластается и плачет новою. Стертая струна под ладонью грубою колеблется и мается, и я не удивлюсь, что настанет ночь, и на небе темном не покажется и проблеска, но больше не боюсь солнца моего, сердца моего. Вам совсем немного лет. Слава пришла к вам очень рано, да? Не то, что это лишило вас детства, ни в коем случае. Я имею в виду, что это вас такой вот очень взрослый не сделало. Я не знаю, насколько я взрослая. Конечно, на интервью я сейчас сижу, умно отвечаю, Абсолютно. думаю, что сказать. На Но вот даже этим концертах- своим ответом вы очень взрослый человек, правда. Мы ни в коем случае вас не Да, нет, упрекаем это в этом, хорошо, да, это наоборот. хорошо. Хорошо, а ровесники завидовали? Друзья, может быть, отвернулись или наоборот? Конечно, куда же без этого? Реально? Когда я после «Голоса» приехала в Тольятти, очень много было ненависти, очень много было зависти. Серьезно. Конечно, без этого в этом мире вообще никуда, я считаю, и любой нормальный подросток будет завидовать, но, конечно, бывают ненормальные подростки, которые сидят на диване, ничего не делают, и видят, Это что вы про кто-то хейт в интернете развивается. или про то, что от вас Нет. реальные друзья отвернулись? Реальные друзья отворачивались, и я к этому настолько уже привыкла, что я не скажу, что я перестала доверять людям, но я стала более аккуратно, что ли, относиться к ним. А что значит друзья отвернулись? Как это? Ну, вы там звоните, говорите, Ну, давайте когда- встретимся, они... Когда вот перед проектом, например, вы ходили за ручку, дружили, это было в 7-8 классе, то есть вы просто были не разлей вода, а потом ты поучаствовала в проекте, прошел месяц, потому что ты участвовала в проекте, и ты приезжаешь опять в школу и видишь, что этот человек с тобой не разговаривает, плетет какие-то слухи за спиной. И сначала было больно, но потом я как-то, наверное, из-за своей, как вы сказали, ранней взрослости поняла, что ну да ладно. Ну, действительно, да. Кажется, что вы очень решительный человек, очень целеустремленный человек. И когда надо, ничего не боящийся. Это так или нет? Или это маска, которую вы надеваете на людях? Я очень целеустремленный человек, и раньше я думала, что я уверена в себе, но тоже с недавнего времени, кстати, я очень поменялась в последнее время, и
я поняла, что я не настолько уверена в себе, как я думала раньше. И бывают какие-то моменты, когда ты боишься что-то сказать лишнего. Конечно, это какая-то ответственность, которая сейчас уже имеется у меня, в моем понимании. Когда я на камере и когда я дома, когда я общаюсь в жизни, я абсолютно разная. И это не значит, что у меня двуличие, что я такая двуличная. Когда я стою на сцене, я вся такая улыбаюсь, как бы спасибо, всех обнимаю, все так хорошо. Или я могу что-то сказать такое взрослое, как, допустим, сейчас я сижу и говорю что-то умное. Но в жизни мы приходим в кафе, я сажусь, беру себе какой-то лимонад, чипсы, у меня все как бы, я обычный Как подросток. же ЗОЖ? Нет, ЗОЖ это, конечно... из пророщенной какой-нибудь там этой, да. Иногда я себя балую этим. Вот я за ЗОЖ, но такие моменты я оставляю в своей жизни, они поднимают настроение, если честно. Да. Я разная, но все-таки границы того, какая я дома и какая я на сцене, они присутствуют. Вы уже сказали, что вы целеустремленный человек. Вот на ближайший год какие цели и планы? Сессию сдать, Да. наверное, да, закрыть. Конечно, мои планы немного изменились в последнее время, потому что я поступила в ГИТИС, и мне нужно остаться в ГИТИСе, не вылететь оттуда. То есть нужно хорошо учиться, нужно просто держать себя в руках. Цели у меня сейчас, не скажу, что прям глобальные, это просто хорошо учиться, продолжить свою деятельность в интернете, потому что так как я проекты уже все закончила, прошла, сейчас мне нужно как-то развиваться самой, и это очень сложно, я все прекрасно понимаю, но я стараюсь как можно чаще уделять времени разным каверам, У своим вас поклонникам. 500 000 подписчиков, на секундочку, на YouTube. Так что им надо уделять внимание. У вас своя мини-армия есть. Да. Да, это, конечно, очень льстит. Абсолютно. И моя цель просто удержаться на плаву на том уровне, на который я сейчас поднялась и нахожусь. Возможно, даже подняться. Мне кажется, вот это вот период первой громкой такой бурной славы, да, вы его уже прошли. Да. И то, что там вам в кавычках не снесло башню, это мы можем констатировать. Вы светлый, добрый человек, вы открыты к нам, мы, соответственно, также к вам. Мы благодарим вас за то, что вы не побоялись быть разной. На сцене вы одна, а с нами вы были другая, настоящая, искренняя, где-то ранимая. Ну и я могу единственное сказать, что не забывайте, что вам всего 17, да, и получаете удовольствие от вот этого возраста. Будьте, вот как это называется? Как это у вас девочек называется? Я не помню, когда мне было 17. Это называется чувство, момент, лови. Да, Лови момент. момент юности, да. Лучше нее ничего не будет. Я хочу тебя обнять, навеки повторять, что мы повязаны судьбою. Мир, где так душа поет, где мама меня ждет, и нет земли родней, нежнее. Я всегда твоя, Родина моя, ты здесь, а я всегда твоя, нежно прошепчу, и когда уйду, то вновь вернусь голосом твоим, голосом твоим. Я смогла тебя любить, тобою дорожить и по течению плыть судьбою. Там, где яркие мечты, где вместе я и ты, и нет земли родней, нежнее. Я всегда твоя, Родина
твоя, нежно прошепчу. И когда уйду, то вновь вернусь голосом твоим. Я всегда твоя, Родина моя, ты здесь, я всегда твоя, нежно прошепчу. И когда уйду,